Известно ли вам, что к Земле приближается огромный астероид? Знаете ли вы, какие последствия грозят нашей планете, если произойдет столкновение? Смотрите видео до конца, и вы узнаете, как ученым удалось увидеть астероид и насколько вероятна возможность столкновения. Вы готовы? Тогда поехали! 19 июня 2004 года в обсерватории Кит-Пик, штат Аризона, США, астрономы обнаружили новый астероид. Ему присвоили временное обозначение 2000 МН4. В течение следующих 2 ночей ученые провели 6 наблюдений за объектом, но вскоре потеряли его из виду. 7 месяцев спустя, в декабре, тот же самый астероид снова заметили, на этот раз в Австралии. Другие обсерватории присоединились к исследованию, чтобы не потерять объект из поля зрения. Благодаря совместной работе 20 декабря Центр малых планет опубликовал данные об орбите астероида. Анализ показал, что 2004 МН4 принадлежит к группе атонов, то есть пересекает орбиту Земли с внутренней стороны. Абсолютная звездная величина объекта составила 19,7 метра, а его диаметр оценили приблизительно в 400 метров. Это типичный представитель своего класса небесных тел. Используя системы Сентрии в США и Кломан-2 в Италии, специалисты установили, что потенциально опасное сближение астероида с Землей может произойти 13 апреля 2029 года. К 27 декабря 2004 года вероятность столкновения оценивалась в 3,3%, что считается высоким показателем для астрономических наблюдений. Однако последующие исследования развеяли опасения. Ученые из обсерватории Кит-Пик проанализировали архивные данные и обнаружили, что астероид был открыт еще в марте 2004 года. Были найдены 6 его изображений, которые ранее не привлекали внимания. Удлинение периода наблюдений позволило уточнить прогнозы относительно сближения в 2029 году, и вероятность столкновения с Землей оказалась минимальной. После получения положительных результатов за астероидом продолжали наблюдать. В 2005 году ему присвоили постоянный номер 99942 и имя собственное – Апофис, в честь древнеегипетского божества, пытающегося каждую ночь уничтожить Солнце. Обнаруженный в 2004 году, Апофис, этот космический странник, мгновенно привлек внимание всего мира. С каждым новым днем росла тревога. Приближается ли конец? Вероятность столкновения с Землей в 2029 году достигнет пугающих 2,7%. Люди искали ответы в древних пророчествах, сравнивая Апофис с библейской полынью. Но время шло, и новые данные развеивали страхи. Ученые уточнили траекторию астероида, доказав, что катастрофа откладывается. Тем не менее, астероид остается в центре внимания, словно зловещий призрак, готовый напомнить о себе в любой момент. Его имя Апофис отсылает нас к Древнему Египту, где великий змей Апоп каждую ночь пытался поглотить Солнце. Подобно этому мифическому созданию, астероид несет в себе разрушительную силу, способную изменить ход истории. По форме астероид напоминает яйцо или арахис. Его размеры поражают воображение. Около 370 метров в диаметре, 450 метров в длину и 170 метров в ширину. Если сравнивать его с Тунгусским метеоритом, который вызвал значительные разрушения в Сибири, то Апофис оказывается в 4 раза больше. А вот знаменитый астероид Чиксулуб, виновник гибели динозавров, был в 27 раз массивнее. Такие масштабы заставляют задуматься о том, какую угрозу может нести Апофис для нашей планеты. Хотя современные технологии позволяют отслеживать подобные объекты и оценивать их траекторию, всегда остается место для неопределенности. Поэтому изучение космических тел, подобных Апофису, имеет огромное значение для нашего будущего. Астрономы Дэвид Фарноччи из лаборатории реактивного движения НАСА и Дэйв Толлина из Института астрономии Гавайского университета сделали важное открытие, касающееся движения астероида Апофис.
Используя телескоп Субару на Гавайях, они провели серию наблюдений в начале 2020 года, результаты которых представили на заседании Американского астрономического общества. Их доклад, озаглавленный «Обнаружение Ярковского ускорения Апофиса», подтвердил, что астероид подвержен эффекту Ярковского. Это явление, впервые описанное русским инженером Иваном Ярковским в 1900 году, заключается в изменении орбиты космического тела под воздействием солнечного излучения. Тепловой поток, отраженный от поверхности астероида, создает слабую реактивную тягу, влияющую на его траекторию. Исследование показало, что эффект Ярковского оказывает значительное влияние на движение Апофиса, что требует дополнительных наблюдений и анализа для более точных прогнозов его орбиты. Когда одна сторона астероида освещается Солнцем, она нагревается, а затем, охлаждаясь, выделяет фотоны, создающие небольшую реактивную силу. Эта сила, подобно невидимому ветру, толкает астероид в определенном направлении, меняя его траекторию. Изучение эффекта Ярковского – непростая задача, требующая тщательных наблюдений и сложных математических расчетов. Именно поэтому долгосрочные прогнозы движения Апофиса остаются сложными и неопределенными. Тем не менее, астрономы постоянно следят за этим космическим телом, пытаясь предугадать его будущее поведение. Одним из важных этапов исследования стало наблюдение за астероидом 9 января 2013 года, когда он приблизился к Земле на расстояние менее 15 миллионов километров. Эти данные, наряду с предыдущими наблюдениями, позволили ученым НАСА обновить информацию о размерах и траектории астероида. Теперь известно, что ширина Апофиса составляет 370 метров, а не 300, как считалось ранее. Также были определены 3 даты, которые могут оказаться критическими для нашей планеты: 2029, 2036 и 2068 годы. Хотя вероятность столкновения с Землей в эти периоды остается низкой, они требуют особого внимания и дальнейших исследований. В пятницу, 13 апреля 2029 года, мир замрет в ожидании. Небесный странник, известный как астероид Апофис, совершит стремительный пролет мимо Земли, оставив всех в напряжении. Хотя ученые уверяют, что непосредственной угрозы нет, этот визит обещает быть незабываемым. Апофис промчится на расстоянии всего в 31 300 километров от поверхности нашей планеты, настолько близко, что его можно будет увидеть без телескопа. Это событие войдет в историю как самое тесное сближение крупного астероида с Землей. Орбиты спутников связи, расположенные на высоте 40 тысяч километров, покажутся почти недосягаемыми по сравнению с маршрутом Апофиса. Но даже такая высота не гарантирует полной безопасности. Существует небольшой риск, что некоторые спутники могут пострадать от близкого контакта с астероидом. Вероятность столкновения Земли с Апофисом в 2036 году крайне мала, всего 1 шанс на 250 тысяч. Однако судьба встречи в 2068 году остается загадкой. Гравитационное поле Земли также способно внести коррективы в траекторию астероида, приблизив его к нашей планете. Астрономы Толен и Фарноччи уверены, что 2029 год станет поворотным моментом. Исследования позволяют получить точные данные о движении Апофиса. Возможно, НАСА решится отправить экспедицию для детального изучения астероида. Эти меры помогут либо снять все опасения на ближайшие десятилетия, либо начать подготовку к худшему сценарию. 9 января 2013 года астероид Апофис совершил очередное сближение с Землей, подойдя на расстояние 14 460 000 километров. Это событие позволило ученым уточнить его параметры. Диаметр составил около 325 плюс минут 15 метров. Масса – 27 миллионов тонн. Специалисты НАСА подтвердили отсутствие угрозы столкновения в 2029 году, однако избежать сближения не удастся. 13 апреля 2029 года Апофис пролетит на высоте 31 000 километров над Землей. В момент наибольшего сближения его можно будет наблюдать невооруженным глазом. Его яркость будет сравнима со звездами Малой Медведицы.
После 13 апреля можно будет точнее спрогнозировать дальнейшую траекторию астероида. Проходя рядом с Землей, астероид подвергнется воздействию ее гравитации, что может изменить его курс. Масштаб изменений станет известен после сближения. Кроме того, это событие поможет проверить расчеты смещения траектории астероида из-за эффекта Ярковского Акифа-Радзиевского, ПЭДК, объясняющего ускорение вращения асимметричных тел под действием солнечного света. Благодаря сближению можно будет уточнить форму астероида. Существует также возможность отправки автоматической межпланетной станции к Апофису для его детального изучения и установки радиомаяка. Такая станция позволила бы точнее рассчитывать траекторию движения астероида с учетом гравитационных воздействий других небесных тел. Подобные проекты рассматриваются НАСА, Роскосмосом и Европейским космическим агентством, но пока они остаются на уровне предложений. Дон Еоманс, глава подразделения лаборатории НАСА по исследованию потенциально опасных небесных тел, заявил, что вероятность столкновения Земли с Апофисом в 2036 году крайне мала. 1 шанс на миллион, даже с учетом возможных изменений траектории после сближения в 2029 году. Астероид Апофис представляет собой потенциально опасное небесное тело, способное нанести значительный локальный ущерб в случае столкновения с Землей. Если такой сценарий осуществится, города, оказавшиеся поблизости от места падения, окажутся полностью уничтожены, а долгосрочные последствия затронут весь мир. Энергия, выделяемая при таком столкновении, будет эквивалентна примерно 1200 мегатоннам тротила, мощному взрыву, сравнимым с несколькими ядерными ударами одновременно. Это приведет к разрушению всего в радиусе нескольких десятков километров. Кроме того, столкновение вызовет обширные лесные пожары на еще большем участке Земли. Если астероид упадет в океан, это может спровоцировать цунами высотой в сотни метров, сметающие все на своем пути вдоль побережья. Поднятая в атмосферу пыль и обломки или водяной пар, если падение произойдет в воду, вызовут резкие климатические изменения. В работе «Анализ проблемы коррекции орбиты астероида Апофис» Вячеслав Васильевич Ивашкин и Кирилл Александрович Стихно изучили вероятность столкновения Земли с Апофисом в 2036 году. Они пришли к выводу, что такое столкновение теоретически возможно, и мощность взрыва составит около 1000 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, самая мощная термоядерная бомба, испытанная человеком, «Царь-бомба», имела мощность около 58 мегатонн. Последствия удара могут включать разрушения на площади в 1000 квадратных километров, цунами, если астероид приземлится в воде, и многочисленные жертвы. Однако ученые полагают, что катастрофа будет носить скорее региональный, нежели глобальный характер. Столкновение не приведет к астероидной зиме, которая могла бы поставить под угрозу существование человеческой цивилизации. Поэтому на данный момент нет оснований полагать, что Апофис представляет смертельную угрозу для человечества. С тех пор, как в 2004 году был обнаружен астероид Апофис и осознана его потенциальная угроза, ученые неустанно работают над поиском эффективных решений для предотвращения возможного столкновения. Некоторые предложения кажутся фантастичными, например, взорвав астероид ядерной бомбой, как показано в фильме «Армагеддон». Однако такой метод может обернуться еще большими проблемами. Вместо одного крупного астероида на Землю обрушатся сотни мелких фрагментов, что создаст куда большую угрозу. Существуют и более оригинальные подходы. Так предлагается покрасить поверхность астероида, чтобы изменить его цвет и, соответственно, воздействие солнечного света на его траекторию. Измененное световое давление должно немного сдвинуть Апофис с курса. Впрочем, критики сомневаются в эффективности этого метода, указывая на сложную форму астероида и невозможность точно предсказать, как изменится его движение под воздействием светового давления. Поэтому попытки перекрасить астероид могут оказаться бесполезными. Другие идеи включают использование лазеров или гравитационных тягачей для отклонения астероида с его орбиты. Однако главная сложность заключается в том, что ни один из существующих на сегодняшний день методов не гарантирует точный результат. Поэтому ученые предпочитают продолжать наблюдение за Апофисом, тем более, что скоро появится отличная возможность для этого
Астероид подойдет максимально близко к Земле. Российские исследователи из лаборатории математического моделирования методов защиты от астероидно-кометной опасности Московского института электроники и математики предложили установку радиомаяка на Апофисе. Этот маяк позволит отслеживать местоположение астероида в реальном времени, измерять его скорость и другие параметры, что даст возможность принимать своевременные меры на основании актуальных данных. Хотя многие беспокоятся о конце света из-за возможного падения астероида Апофис, ученые утверждают, что он не представляет столь значительной угрозы для жизни на Земле или глобальной катастрофы. Размер астероида недостаточен для того, чтобы вызвать массовое уничтожение или ядерную зиму. Падение Апофиса может привести к значительным разрушениям в пределах 10 километров от места удара, а в радиусе 50 километров возможны частичные повреждения зданий, а на расстоянии 100 километров – трещины в стенах и разбитые окна. Если астероид упадет в густонаселенную зону, это может повлечь за собой множество человеческих жертв. Энергия взрыва оценивается в 880 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что более чем в 15 раз превосходит мощность взрыва самой мощной водородной бомбы, известной как «Царь-бомба», испытанной в 1961 году на Новой Земле. На месте удара образуется кратер диаметром 5-6 километров. Поскольку большая часть поверхности Земли покрыта океанами, высока вероятность того, что Апофис упадет именно туда. В этом случае последствия могут быть различными, включая мощные цунами и разрушения на побережье. Чтобы окончательно убедиться в отсутствии угрозы столкновения с астероидом Апофис в 2036 году, необходимо дождаться 2029 года и провести новый анализ ситуации на основе последних данных. Что бы ни говорили ученые, мы должны помнить, что мы живем на планете, которая является всего лишь песчинкой в огромном космосе и абсолютно ничем не отличается от других небесных тел. Будем надеяться, что прогнозы астрофизиков оправдаются, и астероид пролетит мимо. Друзья, я тоже на это надеюсь и хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня это все. Всем удачи и космического равновесия.